Привет! В этом видео я покажу, как работает мой новый учебный проект. Я назвал его «Песни льда и картона», потому что за основу взял ледяную локацию из мобильной игры Infinity Blade 3. А стандартный манекен заменил на картонного воина из Infinity Blade 2. Все это можно бесплатно скачать в Unreal Marketplace. В качестве аудиодвижка я использовал Wwise. В самом начале я решил подарить картонному мужику способность нормально сгибать суставы, когда он идет по лестнице. Для этого я установил Power IK. Это алгоритм, который управляет сгибанием конечностей. Еще я добавил снежинки при ходьбе по снегу с помощью набора эффектов Niagara Footstep VFX. Звуки окружения состоят из нескольких слоев. Поверх основного лупа с ветром случайно играют 5 сэмплов с отдельными завываниями ветра. По панораме они рандомно появляются то слева, то справа, то впереди. Если персонаж поворачивает, то направление звука остается тем же. Так создается ощущение, что ветер дует с определенного направления. У птиц похожая система. Направление, откуда играет звук, выбирается каждый раз рандомно. Они звучат то над героем, то где-то далеко. Всегда со случайным значением low-pass фильтра и громкости. Еще один слой — это плеск воды. Он появляется на подходе к пристани. 3 слоя с шумом моря играют из разных точек на карте. Это дает ощущение объема. Еще я добавил на локацию треск огня, который идет из этих очагов. И звук развивающейся на ветру ткани в точках, где висят флаги. Я сделал звук шагов по 9 типам поверхности. Вот персонаж идет по каменной поверхности. Послушайте, что изменится, когда он будет наступать на эту груду кирпичей. А здесь он идет по мелкому гравию. Если запрыгнуть на бочку, мы услышим шаги по дереву. Кстати, скрипы появляются не при каждом шаге, а рандомно. Давайте теперь выйдем на снег. А теперь пройдемся по замерзшей траве. Кстати, почему-то этот звук триггерится только на этом участке травы. Здесь стоят бочки, ящики и мешки с зерном. На мешках на самом деле играется звук песка. Вот здесь еще есть деревянные обломки. А в этом неприметном углу лежит цепь. На нее сложно наступить, но иногда звук триггерится. Внутри аудиодвижка система шагов работает так. Есть 6 сэмплов пятки и 6 сэмплов носка. Итого 36 вариаций шага. На каменной поверхности звучит просто ботинок. На других поверхностях подмешивается второй слой с нужным материалом. Во время бега играют другие сэмплы пятки и носка с меньшим интервалом. При ускорении громкость шагов увеличивается. Внутри Unreal на таймлайне анимации ходьбы и бега стоят вот такие маркеры. Каждый маркер Footstep запускает несколько действий. Первое. Он передает значение векторной скорости персонажа в аудиодвижок. Это значение скорости управляет громкостью шагов. При переключении на бег шаги громче. Дальше аудиодвижок должен узнать, по какой поверхности идет персонаж. Для этого я написал отдельную функцию. И дальше звучит шаг. Точнее, рандомная пара сэмплов пятки и носка ботинка. И звук поверхности под ногами. При прыжке мы слышим хмыканье. На приземлении срабатывают 2 сэмпла шагов, потому что ноги касаются земли не одновременно. Еще один слой — это низкочастотный кик, чтобы обозначить вес персонажа. И шорох картона со скотчем. Он также звучит при ходьбе или беге. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был саунд-дизайнер Дмитрий Пшеничный. Еще услышимся!